это место напоминает небольшой городишко, скажем так. Ты заезжаешь сюда, проезжаешь через ворота, и здесь на этой территории находятся общежития и корпуса различных университетов. Вчера мы были в Knowledge Park, парк знаний. Это тоже что-то подобное, но мне кажется, чуть покомпактнее. А здесь это прям большая территория. Здесь свои дороги, здесь свои автобусы, здесь такси, здесь дорожки для велосипедистов. Короче, очень много всего. И даже здесь ездит security car, то есть машины охраны на Fortuner. Вот я увидел на Fortuner. Toyota Fortuner — это автомобиль. На территории этого академического города есть несколько резиденций, или по-нашенски общежитий. И вот в этой резиденции живут студенты не только от одного университета. То есть у нас, как правило, общежитие принадлежит какому-то университету. Здесь, значит, большая территория этого академического города. Здесь несколько резиденций. И вот в этом общежитии живут студенты со всех университетов. Как устроено проживание. То есть супер современно все. Заходишь, даже запах, вот аромат новый, абсолютно. Потолки, вот я 1,82 м, ну где-то под 4 метра. То есть высота потолков просто офигенная. Огромные окна, комнаты разные, есть студии. Вот это, значит, здесь есть кровать, полуторка, диванчик, здесь есть, ну все, что нужно. Дальше комната на двоих, двухместная. Еще есть другие комнатушки, здесь на 2 человека, пожалуйста, одна кровать, вторая кровать. Как в любой резиденции за границей принято, у вас это не только комнаты, где вы живете, у вас это еще и игровые зоны. То есть здесь есть там теннисные столы, здесь есть настольный футбол, здесь есть комнаты для просмотра всяких там кино. На территории академического города есть свой кинотеатр для студентов. Здесь есть спортзал, здесь есть кафешки, здесь есть всякие джимы, здесь есть вот кухня, пожалуйста. Заходите на кухню. А, вот, кстати, картинки показаны. Видите? Стоит стол для футбола. Здесь у вас готовится кусок мяса или овощи, если вы вегетарианец, допустим. Пока готовится, вы можете сыграть партейку и обыграть своего руммейта. Посмотрев эти резиденции в Дубае, я могу определенно сказать, что здесь уделяют внимание проживанию студента не меньше, чем обучению. Почему проживанию уделяется такое большое внимание? Потому что, прежде всего, комфортное проживание и нахождение студента на территории Арабских Эмиратов мотивирует его к достижению поставленных целей и к обучению. Резиденции, которые мне удалось посмотреть, имеют в наличии не просто комнаты разных типов, но также и бассейн. Просто бассейн на крыше. Бассейн на крыше студенческого общежития. Ну, это же абсолютно нормально, правильно? Стандартная ситуация. У вас есть свой человек, который смотрит за порядком. У вас есть уличные душевые там, и есть даже душевые, пожалуйста. То есть после бассейна вышли, помылись и пошли себе на занятия. Спортзал, игровые комнаты, бильярда, настольного тенниса и еще интегрированные зоны для учебы. В резиденциях уделяют огромное внимание безопасности. Здесь охрана находится 24 часа в сутки. У вас есть кафе и возможности помимо личной готовки также пользоваться и готовой едой. Здесь есть террасы на крышах, постирочные сервисы, что вы можете не тратить время на стирку и глажку. Один бассейн на крыше. Здесь еще есть бассейн на земле. Сейчас я хожу, снимаю вот так вот легко и непринужденно. А на улице 36 градусов. Ребята, вот это я даже не могу поверить, но это библиотека. Посмотрите на эти диваны, на эту мебель. Нереально круто сделано, очень стильно. Это все библиотека. И у вас есть отдельно зоны, куда вы можете пойти. Ну, короче, отдельные комнаты. То есть это целый город, целый дом. Это не только ваша комнатушка, где вы спите. А здесь вы можете делать все, абсолютно. My Bistro, вот мое бистро, это кафе, да. Здесь даже, кстати, стоят вот такие, смотрите, штуки, указатели, где что есть.
Блок А, блок Б, блок С. Ладно, если этим я вас не удивил, то давайте попробую удивить следующей штукой. Вот во всем этом академическом городе, студенческом городе есть парковка. Но сразу же это все строилось с мыслью о том, что здесь не должно быть машин стоять вот это припарковано возле зданий, где живут студенты и учебных заведений. Здесь вся парковка подземная. То есть если студенты приезжают на машинах, арендуют, купили, все они ставят их внизу. И вот я сейчас вышел в такой милый, красивый, симпатичный дворик. И вот, ребята, смотрите, под зданиями вот это, там дальше, ниже, это парковка. И если вы думали, что Эмираты это засушливая пустыня, да, вокруг, конечно, будет пустыня. Но на территории здесь вот этих всех городков вы даже не заметите этого, если честно. Смотрите еще, я не перестану вас удивлять. Вот это вот помещение, амфитеатр по всем этом городе. И здесь проходят вечером или уже когда стемнеет какие-то, значит, вечерние, ночные мероприятия. Ну, не каждый день, конечно же. Вот это театр. То есть здесь организуют театр на улице. Здесь организуют концерты. Стоят колонки, спикеры. Кстати, невероятно чисто. Все, не найдешь, не встретишь ни одной бумажки здесь, во всей этой территории. И, наверное, самое важное для студентов – это игровая зона. Ребята, смотрите, вот это все компьютеры, где вы не учитесь, а где вы играете, понимаете? То есть здесь в Эмиратах продумали не только, как вы будете учиться, но и то, как вы будете отдыхать. Компьютеры. Следующее. Пожалуйста, здесь вы собираетесь, играете в пул, здесь у вас гонки Формулы-1, игровые аппараты, короче, всякие разные стоят. Здесь даже вот эта зона, пожалуйста, это VR, виртуальная реальность. То есть несколько комнат виртуальной реальности. Дальше еще игровые зоны, PlayStation. Видел что-то похожее, но с виртуальной реальностью. Я не припомню ничего. Здесь есть специальное приложение, через которое вы бронируете все вот это дело. Там внутри уже все развлекаются, веселятся. Ну и, кстати, специально сидит человек, security room, отдельная комната охраны, который следит за поведением, чтобы все было четко. Что еще хочу добавить? Вот, ребят, посмотрите, почему мы не можем так делать? Строят резиденции, берут дизайнеров, делают офигеть какие крутые зоны. Все делают для студентов, для жизни студентов. И как они говорят, я встречался с человеком, который отвечает за управление вот этой всей общаги, мягко говоря, да. И он говорит, мы продумываем все настолько, потому что мы хотим, чтобы у студента была жизнь вне класса. То есть вот это резиденция. Человек должен, студент, ребенок, да, он должен жить, ну, студент, да, уже не совсем ребенок. При этом, вот видя вот это все, что они мне говорят? Мы строим рядом еще больше, еще лучше. Приезжайте в сентябре, и вы офигеете. Так вот, вот этот студенческий город, вот этот Академик Сити, насколько он большой? Ребята, он сейчас построен, сейчас он вмещает 28 тысяч студентов. Это резиденция, это общежитие, это университеты. Вот можете себе такое представить? И они смотрят в будущее, они строят, они делают все для студентов. Здесь я нахожусь, и мне хочется приехать и учиться. Понимаете? Вот это, кстати, территория, весь вот этот первый этаж, гигантский первый этаж, он разбит на зоны. Развлекательная зона, где студенты тусуются, зона для учебы, отдельные комнаты и... Ребята, это не все там в белый закатано, да, в белый цвет или там обоями заклеено все, да. Здесь используется простое зонирование, да, то есть где у вас есть и диваны, где у вас есть и стулья, и кафе, и чего только нет. Ну, я думаю, что мы уже поняли это. И барные стойки.
и просто стены стоят. Они не просто стоят, вдоль них взяли, поставили, какие-то лавочки сделали, лежаки какие-то сделали. Классно, очень классно.